Мы рады приветствовать вас на нашем канале Svetlana Knitting. В сегодняшнем видеоуроке я покажу, как связать вот такую куколку Тильду, как у нее сделать поворотную голову, чтобы она поворачивалась как в правую, так и в левую сторону, как наполнить ее плотно, как сделать, чтобы куколка наша стояла самостоятельно. Также расскажу, как набивать ее. И отдельным видеоуроком я сняла, как крепить волосы. Поэтому мастер-класс будет разделен на два видеоурока. Кому интересно посмотреть только куколку, может посмотреть в этом видеоролике. А кому интересно будет, как крепить только волосы, а основная часть уже знают, как делаются, то могут посмотреть во втором видеоуроке. А также, девочки, если кому будет интересно, как вязать одежку на таких куколок, кофточки, платьишки, там гетры, юбочки, шапки, в общем, любая интересующая вас одежда, оставляйте комментарии под этим видео, и тогда я уже буду знать, стоит ли снимать отдельным уроком такое видео, или же все-таки вы самостоятельно оденете вашу куколку. Итак, для работы нам понадобится 2 мотка пряжи, 1 моток на тело, у меня Yarnart Jeans. На тело цвет я беру 48, он потемнее, а на трусики я беру 62 белый цвет. Понадобится 1 метр тресс, у меня они идут 20 сантиметров. Если вы хотите, чтобы у вашей куколки были густые волосы, тогда понадобится 2 метра. Но поскольку я буду делать свою куколку под шапочку, мне достаточно 1 метра. Обращайте внимание при покупке тресс на то, как прострочена верхняя часть. Потому что бывают такие трессы, я сама уже не раз с ними сталкивалась, когда строчка уходит на середину волоса. И никуда потом эти волосы не приспособишь. А также понадобятся глазки. У меня прям самые маленькие они, или бусинки. Если нет глазок, то можно будет вышить. Глазки мы будем крепить клеем. Ножницы нам понадобятся. Игла для сшивания. И вот такие вот булавки. Маркер для тех, кому удобно будет. А также наполнитель. Наполнитель синтепон, синтепух. Приступим к вязанию. Вязать можно куколку либо крючком 4, у меня вот такой вот он маленький, либо крючком номер 5. Но если вы будете вязать пятеркой, тогда нужно стараться плотно вязать, так как я вяжу 4, и у меня получается достаточно свободно. Мы будем вязать вот такие ножки. Они получаются овальные, 6 сантиметров стопа. Это очень удобно, когда особенно делаешь на них ботиночки, то куколка может самостоятельно стоять, без опоры. Сейчас вот на схемке покажу, как мы будем делать прибавки в нашей ножке. То есть мы вяжем цепочку из воздушных петель, затем мы в первую петлю делаем 2 прибавки с одной стороны, 2 с другой, провязываем до конца ряда и внизу также делаем 4 столбика. Потом мы вяжем следующий ряд, и там, где у нас было по 2 столбика, мы в них делаем каждый по 2 столбика. В следующем ряду то же самое. Мы провязываем там, где у нас было по 2 столбика, мы в них делаем еще по 2 столбика. Таким образом, чтобы у нас получилась прям овальная форма ножки. Я буду вязать крючком номер 4. Делаем воздушную петлю. Теперь провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, которые у нас будут по стопе. И 7-я идет петля подъема воздушная. Теперь в переднюю половинку во второй от крючка делаем 2 столбика без накида. 1, 2 в одну петлю основания.
Теперь делаем 3, 4, уже по одному столбику, 5, 6. Теперь вот в первую самую петлю мы делаем 2 столбика с этой стороны, 7, 8. И разворачиваем, чтобы пойти по кругу. В самую первую половинку петли, куда мы делали с одной стороны, также ищем первую с другой стороны. Делаем 9, 10, 2 столбика в одну петлю основания. Далее по одному столбику 11, 12, 13, 14. И теперь вот здесь мы делаем 2 столбика, 15, 16 в одну петлю основания они у нас идут. Первый ряд получается 16 столбиков без накида. Теперь делаем соединительный столбик с первой петлей, которая была воздушной, под нее прям. Первый ряд готов. Делаем воздушную петлю и вяжем второй ряд. Там, где мы делали соединительный столбик, в эту же петлю мы делаем 2 столбика без накида. 1, 2, в следующую 3, 4, далее вяжем по одному, 5, 6, 7, 8, 'Сейчас мы будем вязать по 2 столбика в одну петлю основания, чтобы у нас получилось 4 прибавки. 9, 10, 11, 12, 13, 14, еще одна прибавка 15, 16, далее вяжем по одному. Прибавки получается по заднику ножки и по носовой части. 17, 18, 19, 20, 'Теперь делаем по 2. 21, 22, 23, 24. Делаем соединительный столбик. У нас получается во втором ряду 24 столбика без накида. Приступаем к вязанию третьего ряда. Делаем воздушную петлю, 2 столбика в одну петлю основания. Теперь с прибавкой тоже 3, 4. Далее делаем 5, 6, уже без прибавок, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 в одну петлю основания, 15, 16 в одну петлю основания, 17, 18 в одну петлю основания. И сейчас еще одна прибавка будет, 19, 20. Далее вяжем по одному столбику, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 в одну петлю основания, 31, 32 тоже в одну петлю основания. Делаем соединительный столбик. Третий ряд 32 столбика получается. Вот такая овальная форма подошв должна у вас получиться для куколки. Провязано 3 ряда. Теперь будем 4-й ряд вязать по кругу без прибавок. 5, 6, 7 ряд тоже провяжем просто по кругу, 32 столбика без накида. Вот я провязала 7 рядов. Теперь мы будем формировать нашу ножку. Вот одну я вязала ранее, чтобы вам наглядно показать, как они будут выглядеть, эти ножки. Сейчас мы будем формировать носок. Для этого в самом начале нашего вязания, во втором ряду, где вот мы делали прибавки, оттуда проводите такую линию вверх и смотрите, что в этом же ряду, но сверху, в 8 ряду, нужно будет делать убавки. Если вы вязали полностью по моему видео, не изменяя под себя, то у вас должно получиться вязание таким образом: в 8 ряду 10 столбиков без накида и только потом делать убавку. Делаем воздушную петлю, провязываем 10 столбиков без накида. У нас должны получиться убавки ровно так же, как в самом начальном ряду, в первом, во втором, когда мы делали прибавки. Приступаем к вязанию убавок. Делаем
по 2 петли на крючку, то есть ввели крючок, подхватили нить, вытянули, ввели в соседнюю петлю, подхватили нить, вытянули. На крючке 3 петли, и через эти 3 протягиваем рабочую нить. Вот таким способом нам нужно сделать в 8 ряду 6 убавок подряд. И далее провязываем 10 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик. 8 ряд у нас готов. Вот уже немножко формируется ножка. Должна получаться вот как и на этой, что я связала заранее, чтобы вам показать. 9 ряд. Воздушная петля. Провязываем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы будем делать 5 убавок. Одна убавка, 2, 3, 4. Последняя убавочка сейчас будет. 5. Теперь провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединительный столбик. И приступаем к вязанию 10 ряда. Здесь мы делаем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем 3 убавки. Это будет последний ряд с убавками, чтобы на нашей ножке осталось 18 столбиков без накида. Вот в тех местах, где убавки, получается у меня вот такие вот небольшие как бы отверстия. Я вяжу способом крестики, но в принципе эта роль не играет, когда одеваешь на куколку гетры, одеваешь ботиночки, это не видно. Можно пробовать связать еще плотнее, конечно, чтобы их было меньше видно. Делаем 3 убавки. Первая убавка, вторая убавка, и делаем 3-ю убавку. Провязываем 7 столбиков без накида. Всего на ножку у нас должно остаться 18 столбиков без накида. Теперь мы продолжаем вязание до высоты 25 ряда, до перехода на другой цвет пряжи. Вот мои 2 ножки готовы. Я связала каждую ножку по 25 рядов в высоту. Теперь буду добавлять белым цветом. Присоединяем нить другого цвета.
Таким образом мы будем формировать шортики нашей куколки. Провязываем также 18 столбиков без накида, 3 ряда. Это получается 26, 27, 28 ряд у нас идет другим цветом. На этом этапе я обычно начинаю набивать ножки. Их нужно набить очень плотно, носовую часть, набить само основание ножки, вот где у нас вся подошва. Чем плотнее вы набьете, тем больше опоры у куколки будет, когда она будет стоять. И также очень плотно набиваем всю оставшуюся ножку вот до начала вязания белым цветом. Делаем все то же самое со второй ножкой, только в этом случае мы нить не обрезаем белого цвета, так как мы будем делать соединение двух наших ножек для перехождения к вязанию туловища. Следите за тем, чтобы плотность наполнения ножек была максимально одинаковой, чтобы у вас не получилась одна ножка меньше набитая, а другая ножка прям слишком много наполнителя положили. Постоянно сравнивайте, от этого зависит, какая красота у вашей куколки будет. И если вы накладываете наполнитель равномерно, то у вас не должно быть видно целлюлита. Для этого лучше использовать наполнитель не синтепон, а синтепуха или синтешар, так как он меньше структуры волокнистой, вот этой вот неплотной, и его легче распределить по таким вот мелким частям, как ножки и ручки. Сейчас я покажу, как мы будем соединять наши ножки. Если бы мы вязали ножки
просто по кругу, без вывязывания самой формы лапки, тогда да, нам было бы проще соединить, сделав сразу 5 воздушных петель между ножками. Но поскольку наши ножки должны смотреть носочками вперед, нам сейчас необходимо будет сделать вязание таким образом, чтобы у нас это все получилось не с задних частей, получается, где у нас соединительные столбики, а несколько петель надо будет оставлять недовязанными на одной ножке, когда мы вяжем третий ряд. На высоту ножек это никак не повлияет. Обе ножки получается одной высоты. Кукла стоять будет ровно. Асимметрии в том, что одна нога короче, другая длиннее, за счет этого не получится. У нас на одной ноге получается, мы провязываем 15 столбиков без накида из 18, а 3 столбика у нас остаются недовязанными. И здесь мы сейчас делаем 5 воздушных петель, а на другой ноге мы присоединяем в том месте, чтобы до конца ряда у нас оставалось 11 столбиков без накида. И тогда у нас получается прям вот две ножки, что они будут стоять ровно носочками вперед, не как в разные стороны, такие разъехавшиеся ноги будут получаться, а что прям ровно середина вывязывания туловища у нас должна получиться. Теперь провязываем столбики без накида по кругу. В этом ряду, это 29 или 30 ряд на ваше усмотрение, должно получиться у нас 48 столбиков без накида. У нас получается 5 добавочных между ножек. То, что мы обвязываем вокруг с двух сторон, это добавляется 10 петель. Поскольку у нас было каждая ножка по 18 столбиков, это еще 36-46 петель. И плюс 2 добавляю по краям в местах соединения с воздушными петлями, чтобы у нас не было там сильных таких отверстий между ножками у куклы. Поэтому должно получиться 48 столбиков. И здесь мы будем вязать куклу по спирали. Здесь я уже не делаю соединительные столбики, а просто вяжу по спирали. Тридцать первый ряд. Здесь мы будем прибавки делать таким образом, что провязываем 7 столбиков без накида и делаем прибавку. В 31 ряду у нас должно получиться 54 столбика без накида. Вязание 32 ряда. Здесь у нас будет 60 столбиков без накида. Делаем прибавки через 8 столбиков. Последующие 10 рядов, включая 42 ряд, мы провязываем 60 столбиков без накида. Начиная с 43 ряда мы будем делать убавки.
10 рядов я провязала. Теперь в 43-м ряду также заменим цвет пряжи на основной цвет тела. И здесь мы будем делать ряд с убавками. В этом ряду мы будем делать убавки через 8 столбиков без накида. Должно получиться 54 столбика по кругу. Вязание 44 ряда. Здесь мы делаем убавки через 7 столбиков без накида, и всего должно остаться 48 столбиков без накида. Вязание 45 и последующих 10 рядов у нас будет без убавок. Встретимся на 55 ряду. Итак, 10 рядов еще я провязала основным цветом тела. Вот здесь уже отчетливо формируется куколка, ее тело. И теперь мы будем наполнять. Чтобы ножки моих кукол не разбалтывались в местах соединения ножек с туловищем, я ставлю в качестве каркаса ватные палочки. Беру по несколько штук, 2, 3, 4 их туда ставлю и вокруг них набиваю наполнителем. Если есть вероятность того, что игрушкой будет пользоваться ребенок, то туда лучше установить в качестве укрепления ватные палочки. Я их устанавливаю в ножки, вот такие цельновязанные, когда делаю, и цельновязанные, если шея с головой, так как голова со временем может у игрушки разболтыхаться. Такой риск есть особенно в вязании плюшевых игрушек, что голова со временем из-за больших ушей или из-за больших размеров головы начинает она расшатываться. И чтобы такого не произошло, можно добавить штук 10-12 ватных палочек, да даже и больше порой, смотря какого диаметра у вас получается шея.
Пожалуй, самое трудное и самое долгое при вязании куклы Тильды – это ее набивка. Не так тяжело ее будет связать, как равномерно распределить в ней наполнитель, чтобы это смотрелось без целлюлита, без каких-либо выпуклостей. Для этого очень долго, очень тщательно. И обращайте внимание на то, что нужно в первую очередь заполнить наполнителем то место, где соединяются ноги с туловищем. От этого зависит красота вашей куклы. Вот даже уже на этом этапе я могу показать, что есть устойчивость у куклы, несмотря на то, что она без обуви. После того, как вы либо сделаете сами обувь, либо купите покупные, какие-то там тапки, кроссовки, то еще больше кукла будет устойчивая. Продолжаем вязание нашей куклы. Сейчас мы будем вязать в каждом ряду, делая убавки. То есть в этом ряду мы делаем убавки через 6 столбиков без накида, в следующем ряду убавки через 5 столбиков без накида и так далее. Делаем убавки до тех пор, пока у нас не останется 24 столбика нашего вязания. И в этом ряду нам надо будет ввязать руки нашей куклы.
По мере того, как будете делать убавки для формирования плечевой части нашей куклы, также плотно, постепенно набивайте оставшуюся часть туловища. Сейчас я покажу, как у нас делаются ручки. Для этого мы делаем кольцо амигуруми. В него провязываем 6 столбиков без накида. Делаем соединительный столбик. Провязываем по 2 столбика без накида в одну петлю основания. Во втором ряду должно получиться 12 столбиков без накида. И также по 12 столбиков у нас должно быть провязано в высоту 28 рядов. Провязываем 2 ручки, наполнителем набиваем только наполовину ручку, и верхнюю часть мы провязываем 6 столбиков без накида, сложив при этом ручку пополам. Если кому будет интересно, как делаются ручки на проволочном каркасе, оставляйте комментарии под этим видео, а там посмотрю, если будут желающие, я сниму отдельный видеоурок, где покажу и расскажу, как делаются такие ручки для тильды. Ввязываем ручки таким образом, чтобы они находились на одной линии с ножками, как бы ручки, чтобы по швам были.
этот ряд мы делаем без убавок, так как в нем мы ввязываем ручки. А в следующем ряду нам нужно будет сделать убавки, чтобы у нас осталось 18 столбиков без накида. И приступим к вывязыванию шеи. Провязываем шею 8 рядов. Ширина получается 18 столбиков без накида. Внутри этой шеи пальчиком делаем отверстие, наполнитель расталкиваем вокруг. И внутрь шеи я буду устанавливать 6 ватных палочек, для того, чтобы шея была прочная, так как мы будем делать поворотную голову на нитяном креплении. Область шеи и плечевой части надо будет очень плотно набить вокруг палочек. Девятый ряд нашей шеи. Сейчас мы будем делать закрытие шеи. Для этого мы провязываем 1 столбик без накида, убавка. И так до конца ряда. Десятый ряд шеи мы также делаем его с убавками. Убавки делаем в каждую петлю, то есть убавка из 2 петель, следующие 2 петли тоже убавка, и так до конца ряда, пока у нас не останется 6 петель. Оставшиеся отверстия нужно также плотно набить наполнителем.
Туловище нашей куклы готово. Нам осталось связать голову из оставшейся пряжи, прикрепить трессы и установить глазки. Вяжем нашу голову. Для этого делаем кольцо амигуруми. В него провязываем 6 столбиков без накида. Наполняем голову также плотно, с прибавками, чтобы у нас получилось по кругу 66 столбиков без накида. Вот я провязала 11 рядов. У меня получилось 66 столбиков без накида. Теперь нужно провязать 10 рядов без прибавок. Просто по кругу 66 столбиков. Десять рядов без прибавок я провязала. Теперь приступаем к вязанию 22 ряда. В этом ряду нам нужно будет делать убавки через 9 столбиков без накида. 23 ряд через 8 столбиков без накида и так далее, пока у нас не останется 18 столбиков без накида. По ходу вязания нашей головы ее нужно набивать синтепоном. Для этого набивайте таким образом, чтобы наполнитель сначала распределять к краям головы, а потом только заполнять серединку, чтобы голова не формировалась конусной, а получалась шарообразной. Для этого сначала бока наполняем, а потом только верхнюю часть головы.
18 столбиков я провязала. Теперь примеряем ее вот таким образом на шею. Осталось мне ее набить поплотнее и сделать крепление. Приступаем к креплению нашей головы. Для этого я беру отрезок нити, примерно сантиметров 35-40, складываю его в 2 раза, так нить получается очень прочная. Вдеваю в парусную иглу. Теперь прокалываю шею насквозь со стороны крепления рук. Вот таким образом должна быть иголка. Один хвост оставляем покороче, другой вытягиваем с обратной стороны. Теперь далее. Вводим с нижней части нашей головы между 3-м и 4-м рядом. С одной стороны протягиваем нить. То же самое проделываем с другой стороны. Протянули нить, снимаем с иголки. Хвостик от шеи можно заправить внутрь нашей головы. И одеваем голову на шею. Теперь нам нужно как можно туго затянуть на голове вот эти 2 нити. В процессе затягивания у нас на голове образуется вот такое небольшое углубление. В этом нет ничего страшного, потому что когда будем крепить трессы, если использовать 2 метра, у нас получается центральная часть, которая вклеивается, она получается крупного размера, и если не будет вот такого углубления, когда вы будете вклеивать эти волосы, получится, что у вас торчащая макушка вот это вот на голове. А когда есть вот такое углубление, при вклейке тресс ложится идеально на голову. Вот я затянула голову, она никуда не отвалится, не убежит. Снизу синтепон достать тоже нереально, там все плотно заделано. Теперь осталось спрятать хвостики и лишнее обрезать.